Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Это мой канал на YouTube и подкаст «Сразу к президенту», где мы обсуждаем вопросы иммиграции и поиска работы. И сегодня я пришла на залив, чтобы поразмышлять о том, как я воспринимаю Америку через 3 года жизни здесь. Вот-вот будет 3 года. Мы приехали сюда в июле 2021 года. Возможно, на момент выхода этого видео уже будет 3 года. Я хотела бы поговорить о 8 основных темах, которые на сегодняшний день пришли мне в голову. Я думаю, аспектов на самом деле намного больше. Это просто часть из них. Если вам понравится, если будут вопросы, я с удовольствием запишу, возможно, вторую часть этого видео. Или, возможно, мы запишем вместе с Юрой какие-то размышления в рамках подкаста «Сказки для крипов». Но сегодня я хотела бы поговорить о медицине, оружии, о неравенстве и различии штатов, об инфраструктуре, об интернете, о ценах, в принципе, в Штатах, о волонтерстве и о доступности информации. Вот 8 таких тем. Итак, медицина. Больная тема в Америке, волнует многих, кто сюда приезжает. Здесь нету государством обеспеченной медицины. То есть бесплатных страховок как таковых здесь нет. Вы можете почитать какие-то страшные истории в СМИ о том, что человек попадает в аварию, например, его забирают на скорой, а потом он остается должным там десятки тысяч или сотни тысяч, иногда миллионы долларов государству и прочие такие вещи. И это действительно существует. Это создает некую социальную незащищенность. Точно так же, кстати, здесь нету государством обеспеченных отпусков. То есть единственное, что вам дает государство, и то это зависит, количество дней будет зависеть от штата, потому что эти дни вам дает штат, это дни по болезни. То есть сколько дней вы можете не находиться на работе по поводу болезни, и при этом не имея никаких справок, никаких подтверждений. Ну, то есть как бы теоретически некоторые люди используют эти дни как отпускные. Но кроме этого ничего государством не гарантировано. И что мы думаем по поводу медицины? Ну, во-первых, у нас лично с медициной все хорошо. Такие компании, крупные компании, как Amazon, предоставляют страховки. Они не бесплатные. Каждый месяц у меня из зарплаты вычитается определенная сумма денег за страховку. И я даже могу, наверное, сказать примерно сколько. Мне кажется, около $330 за нас двоих с Юрой. Из них, наверное, не знаю, может быть, 20% за меня, 80% за Юру, потому что человек, который первый застрахован, сотрудник компании, ему всегда дешевле стоит страховка, чем членам его семьи. Вот. Ну и за зубную страховку, причем полную, которая включает в себя и коронки, и импланты, мы платим где-то около $50 в месяц. Ну, то есть в общей сложности где-то около $400 в месяц у нас уходит на медицинские страховки, но это одни из самых лучших страховок, которые вы можете, в принципе, иметь в Америке. В этом, конечно, бесспорный плюс вот этих больших компаний. Они предоставляют очень хорошие страховки. И как работает эта страховка? Мы платим месячный страховой премиум. За медицинские услуги мы тоже платим, но не полную стоимость. До определенной суммы мы платим полную стоимость, но наша страховка выбивает скидки у многих медицинских провайдеров, точнее у всех медицинских провайдеров они выбивают скидки, серьезные такие скидки, там 50%, допустим. Дальше определенные суммы мы начинаем платить только 10%, страховка за нас платит 90%. И максимальная сумма в год, сколько мы можем, в принципе, заплатить за медицину, это $4000 в год. Это на нас обоих с Юрой. Если мы платим 4000 в год, то дальше страховка начинает покрывать за нас 100% расходов. То есть, да, вот опять же, в случае, если там кто-то из нас попадет в какую-то сильную аварию или нам понадобится операция, 4000 в год – это максимальная сумма, которую мы заплатим за медицину. Но мы столько, наверное, не тратили еще в год за медицину. То есть должно быть действительно что-то серьезное. И что я могу сказать о качестве этой медицины? В этих крупных компаниях хорошие страховки, они отличаются тем, что они покрывают максимальное количество медицинских учреждений. Точнее, по этой страховке я могу пойти абсолютно в любое медицинское учреждение, но если учреждение, как они называют, in-network, в их сети, то медицинская страховка будет платить за меня 90%. Если я пойду в другое медицинское учреждение, которое вне их сети, то медицинская страховка будет платить за меня 70%. И
Хорошие страховки определяются тем, что у них огромное количество медицинских учреждений, то, что называется in-network. Допустим, переехав сюда из Литвы, мы с Юрой очень сильно оба почувствовали на себе разницу качества медицины. В стоматологии нет. Стоматология у нас была очень классная в Литве, это была частная клиника, но в Литве не было возможности оформить никакую страховку, то есть мы платили там полную стоимость. Сейчас здесь, в Америке, имея страховку, за стоматологию мы платим примерно столько же, сколько в Литве мы платили, не имея страховки. Вот такой порядок цен. То есть здесь страховка по стоматологии платит за меня 50% за какие-то сложные операции и 70%, наверное, за пломбы, потому что мы лечимся не в нетворке. С какими-то другими заболеваниями мы действительно почувствовали, что качество медицины здесь значительно выше. Ну, понятно, что зависит от медицинского учреждения, но если вы приходите в хорошее медицинское учреждение, допустим, у Юры была такая проблема, что у него болят руки, вот эти предплечья, у него были зажаты мышцы после того, как он в подростковом возрасте, ну, или в молодости катался на BMX и вот прыгал, он, соответственно, видимо, в какой-то момент как-то их потянул или что-то такое случилось, и в Литве ему могли поставить диагноз, но вылечить это не могли, потому что, чтобы это вылечить, нужно регулярно ходить на физиотерапию. И такой возможности в Литве просто не было. У нас был один врач, которая неплохо ему помогала, но к ней записаться можно было, раз в квартал, это если тебе очень повезет. А так, скорее всего, запись у нее всегда была там чуть ли не на полгода вперед. И это была единственная врач, которая могла ему поставить диагноз и которая могла хоть как-то ему помочь. Здесь ему это вылечили практически полностью. Ну, то есть я не слышала, чтобы Юра там когда-то жаловался в последнее время на эти вещи. То же самое могу сказать, допустим, у меня была проблема с аменореей после того, как я в какой-то момент сильно похудела из-за стресса. И тоже как бы все, что мне в Литве говорили, все анализы в норме, все окей. Здесь мне это дело вылечили. Наверное, в Америке ужасно дорогая медицина, действительно. Если вы посмотрите на эти счета, это какое-то безумие, вот когда вы приезжаете даже из Европы, даже из Западной Европы. Но происходит это из-за того, что Америка оплачивает, по сути, медицинские исследования для всего мира. Если вы посмотрите, допустим, количество патентов в медицине, которые по странам, то разница между Америкой, я, кстати, не знаю, какая страна на втором месте, я не помню, но разница будет колоссальная, разница будет в разы, сколько в Америке патентов и сколько в других странах патентов. При этом действительно существует проблема социальной незащищенности. То есть если у вас от компании нет страховки, или если у вас от компании плохая страховка, например, компания, в которой работает Юра, он работает контрактором на Samsung, то есть он работает официально в другой компании, она тоже предоставляет ему страховку, но его страховка намного хуже, чем амазоновская, именно поэтому мы оба пользуемся амазоновской. Да, в таком случае вы либо имеете плохую страховку, либо вы покупаете страховку сами, и минимум, сколько вы платите на семью, насколько я слышала, это где-то около $300-400. Ну, по сути, столько же, сколько мы платим в Амазоне, но за эти деньги вы получаете страховку намного хуже. Если честно, я даже не знаю, можно ли за свои деньги купить страховку, сравнимую со страховкой Амазона, и сколько это будет стоить. При этом здесь есть такая вещь, как социальные программы. Несмотря на то, что нет общего медицинского страхования, здесь есть медицинское страхование определенных групп людей. Ну, во-первых, это пожилые люди, то есть пожилые люди пользуются страховкой Medicare, она для них бесплатная. А во-вторых, это люди, которые зарабатывают ниже определенного количества денег, например, беженцы. У нас недавно было видео, которое мы снимали в Нью-Йорке с нашим другом Аркашей, и вот они как раз с партнером приехали в Америку по беженству. Они пересекали мексиканскую границу. Если хотите, послушайте, очень интересное видео. Но да, Аркаша говорит о том, что у них из-за того, что они беженцы, из-за того, что они довольно мало сейчас зарабатывают, штат Нью-Йорк, точнее даже, по-моему, город Нью-Йорк, дает им абсолютно бесплатную страховку. Такое есть не во всех штатах и не во всех городах. В основном это в демократических городах.
но в этих местах, если вы очень бедный, вы можете иметь хорошее медицинское обслуживание абсолютно бесплатно. И опять же, вот когда мы разговаривали с Аркашей, если честно, мне кажется, что вот эта бесплатная нью-йоркская страховка, которой они пользуются, она, в принципе, соответствует моей страховке, которую я получаю от Амазона. И, опять же, у них нет страхового премиума, то есть они не платят ничего ни в месяц, никогда не приходят к врачу. То есть мы платим какую-то часть, пока мы не заплатили $4000 за год, они не платят ничего. И, кстати, еще такая вещь, что здесь в Америке медицинские страховки покрывают очень большое количество разных специалистов. То есть психотерапевта покрывает страховка, психиатра, физиотерапевта, мануального терапевта, хиропрактика покрывает страховка. Из того, что обычно в других странах не покрывается, это вот все, что приходит мне в голову, но наверняка есть еще огромное количество медицинских профессий, которые здесь покрываются, в других странах нет. Так вот, расскажу такую историю. Когда мы только приехали в Америку, мы познакомились с парой беженцев. Они на тот момент были 2 года в стране, и они рассказывали историю про то, что, наверное, полугода еще не прошло, когда они только приехали в страну. Парень заболел очень серьезной болезнью, что-то с желудком у него было. В общем, ему нужно было срочно делать операцию. И его положили в госпиталь, ему сделали операцию, все было хорошо. Но потом им выставили счет на $40 000. Они только приехали, у них не было никакой страховки, они не подавались ни на какие социальные программы. И, то есть, по сути, они были в стране, без работы, у них еще не было тогда права на работу, без денег и с долгом в $40 000. И вот девушка рассказывала, как она в полном шоке сидела день и штудировала разные благотворительные организации. И к концу дня за один день она нашла 2 фонда, частных фонда, неправительственных, которые им покрыли 100% этой операции. То есть они ни доллара не заплатили за это лечение. И найдено это было за один день. Мы об этом еще поговорим больше в разделе про волонтерство, но здесь действительно есть такая вещь, что когда ты бедный, когда ты попадаешь в беду, здесь действительно, скорее всего, найдется помощь. 90% вероятности здесь найдется помощь, если ты не боишься о ней попросить. Другое дело, что люди с нашей ментальностью очень часто боятся просить о помощи, они не привыкли это делать и так далее. То есть здесь действительно нужно говорить о себе, здесь нужно писать в организации, здесь нужно просить. Но если вы можете это делать, то однозначно вы не останетесь в беде. Если вы начинаете зарабатывать примерно среднюю зарплату, то вот здесь начинаются проблемы, потому что вы уже не считаетесь бедным, вы будете, там, допустим, средним классом или там, низким средним классом. Вот эти люди, наверное, действительно хуже всего чувствуют себя в Америке. То есть, с одной стороны, для них действительно все очень дорого, и жилье, и расходы на продукты, у них, скорее всего, уходит практически вся их зарплата на бытовые расходы, и в случае, если они попадают на какие-то медицинские расходы, это не вписывается в их бюджет. Но в то же время получить помощь им будет намного сложнее, потому что им нужно будет доказать, почему они, имея работу, имея заработок стабильный, нуждаются в этой помощи. На этом, наверное, все, что я хотела сказать о медицине. Второе, о чем я хотела сказать, это оружие. И про оружие у нас было целое видео с Юрой в рамках подкаста «Сказки для крипов», так что можете посмотреть его, я прикреплю здесь ссылочку. Но что бы я хотела здесь сказать вкратце, это то, что, да, как вы наверняка знаете, в Америке есть 2-я поправка, которая разрешает владение оружием. То есть в любом штате американском у вас есть право на владение оружием. Другое дело, что законы будут отличаться. Допустим, где-то вы можете просто прийти в магазин и купить себе пистолет, где-то вы придете в магазин и вам нужно будет проходить какие-то проверки, то есть вы придете, купите этот пистолет сразу, ну или другое оружие, сразу забрать его не сможете, потому что вы будете ждать, когда придут результаты ваших проверок. Ну и, допустим, там какие-то психические заболевания или история употребления наркотиков или вот какие-то такие вещи будут запретительными для владения оружием в некоторых штатах. Плюс, допустим, на ношение оружия тоже в некоторых штатах нужна отдельная лицензия и прочие такие вещи.
Пытаются в некоторых местах ввести обязательные курсы. Я, кстати, не знаю, введены ли они где-то уже, или это только разговоры. Но да, в некоторых штатах происходит ужесточение постепенное законов об оружии. Это в основном демократические штаты. В то время как в республиканских штатах ужесточения не происходит. И население там, соответственно, очень трепетно относится к своему праву на владение оружием. И вряд ли в какое-то ближайшее время, соответственно, какие-то ужесточения там будут. И из-за этого довольно сложно что-то проводить на федеральном уровне. То есть, вот, допустим, в прошлом, по-моему, году, если я не ошибаюсь, в 2023-м Байдену удалось провести законы по оружию на федеральном уровне. Они были лайтовые. То есть там не то, чтобы они были прям сильно запретительные, но это, по сути, было уже такое историческое событие, потому что до этого очень много лет об этом разговаривали, о том, что что-то, возможно, нужно провести на федеральном уровне, но из-за того, что существует очень большое различие мнений между демократами и республиканцами, провести что-то очень сложно. Очень сложно провести что-то, на что согласятся обе партии. Поэтому в основном все ограничения, которые проводятся, как я уже сказала, они проводятся на уровне штатов, на уровне демократических штатов. И к чему это приводит? К тому, что, вот, допустим, Калифорния – это один из самых запретительных штатов по поводу оружейных законов. И со временем этих законов становится все больше, но в то же время в Калифорнии происходят масс-шутинги. Это один из топ-штатов по количеству масс-шутингов, которые там происходят. Почему это происходит? Потому что рядом находится штат Невада, в котором оружейные законы намного либеральнее, и границы между штатами нет. То есть вы можете спокойно привезти оружие из одного штата в другой. Ну и плюс, опять же, любые законы, которые борются с оружием, они борются с легальным оружием. В этой стране довольно много нелегального оружия. Поэтому все это делает проблему еще более сложной. И, если честно, мне сложно представить какое-то решение этой проблемы в промежутке ближайшие 10 лет. Мне кажется, что Америка — это действительно страна, в которой очень много оружия. Это делает жизнь не всегда безопасной. Понятно, что если вы не живете в центрах городов, и если вы не живете в криминальных районах, то там, скорее всего, будет довольно безопасно, но, опять же, никто не застрахован. То есть всегда может найтись какой-то сумасшедший человек, который приедет и будет стрелять. Он может приехать в любой район из другого места и начать стрелять. Третье, о чем я хотела поговорить, это различия штатов и неравенство. По нашим ощущениям, неравенство здесь намного больше, чем в Европе. Причем даже внутри одного штата намного больше неравенства. То есть здесь могут быть очень богатые места, здесь могут быть хорошие, обеспеченные места, безопасные, где не живут какие-то миллионеры, а живет обычный средний класс, и там все красиво, там все хорошо. Но здесь есть и очень плохие места. Здесь есть гетто, здесь есть криминальные районы, где очень плохие школы, где постоянно что-то происходит, где, я не знаю, грабят дома, происходят какие-то перестрелки и прочее. А если вы путешествуете между штатами, если вы переезжаете из одного штата в другой, вы можете увидеть, что здесь существуют огромные культурные различия. То есть штаты отличаются иногда кардинально друг от друга. И, если честно, я помню, что вот первый год, когда мы только приехали сюда, мы приехали из Европы, мы жили в Литве до этого 6,5 лет, мы много путешествовали по Европе, и мне показалось, что Штаты намного меньше напоминают страну, вот Соединенные Штаты Америки, чем Европейский Союз. Понятно, что, да, Европейский Союз, там люди разговаривают на разных языках, и там, допустим, мы, имея постоянный вид на жительство в Литве, не имели права работать в других странах, то есть мы не могли поехать, допустим, во Францию и там работать на основании нашего постоянного вида на жительство в Литве, нам нужно было бы переоформлять документы, тогда как в Штатах, допустим, по грин-карте мы можем работать в любом штате, но кроме этого вот такое личное восприятие, насколько отличается то, как люди живут, то, как люди голосуют, то, что их волнует и так далее. Честно, мне кажется, что в
в Штатах намного больше разногласий в этом плане и различий. Еще что я хотела бы сказать про Европу, я помню, что в 2017 году мы первый раз путешествовали по Германии, по Западной Германии, и прям мы проехались по глубинке. То есть я помню, что мы поехали от Мюнхена, и у нас был такой трип по немецким замкам. И вот мы ехали, соответственно, посещали эти замки и заезжали в разные маленькие городки по дороге. То есть мы ехали от Мюнхена во Франкфурт и потом в Кёльн, если я не ошибаюсь. И вот несколько земель Западной Германии мы таким образом проехали. И я помню, что у нас просто был какой-то культурный шок, когда вот ты едешь по автобану немецкому, и каждые 5 минут какие-то маленькие городки. Мы периодически туда заезжали, не знаю, остановиться, купить кофе, или остановиться пообедать, или замок мог быть в этом городке, или университет, допустим, в Гейдельберге мы заезжали, смотрели Гейдельбергский университет, и замок, кстати. И вот таким вот образом мы посетили, ну, я не знаю, за неделю, может быть, там десяток, может быть, больше, скорее всего, больше этих небольших городков, абсолютно разных. И я помню, что во-первых, они такие классные все, то есть из-за того, что это европейская страна с большой историей, практически во всех этих городках будет главная площадь, башня с часами и вот это вот все старинная европейская милота. Но плюс в то же время на этой главной площади всегда будет несколько кафешек, и всегда будут пенсионеры, которые сидят в этих кафешках, либо попивают кофе, либо попивают пиво, выглядят абсолютно счастливыми, что там о чем-то разговаривают или играют в какие-то настольные игры, смеются. И я помню, что вот это было для меня культурным шоком. Я видела, что пожилое население живет очень хорошо. И вот в этих маленьких городках, да, там, наверное, особо нет работы, поэтому там большое количество пожилого населения, но ты видишь, как люди в старости живут жизнь. То есть они не доживают ее, они не побираются, они там, я не знаю, не сидят у себя дома с утра до вечера, потому что они недееспособны, им сложно самим выйти на улицу. Они наслаждаются жизнью, они общаются, они встречаются с друзьями. Да, я помню, что вот в тот момент я подумала о том, что, возможно, старость – это и не так уж и плохо. А второе, что нас поразило в Германии, это чистота и солнечные панели. Я помню, что для нас прям было шоком 2017 год. Какой-то маленький городок, непонятно где, вообще очень далеко от какого-то цивилизации и большого города. И, не знаю, по таким внутренним ощущениям, где-то 50% домов имеют на крышах солнечные батареи. И мы чувствовали себя вообще, как будто мы в какое-то будущее попали. Здесь не так. В Штатах не так. В Штатах, когда ты приезжаешь в маленький городок, здесь есть хорошие маленькие городки. Они обычно где-то в агломерации большого города. Но чаще всего, если ты отъезжаешь подальше, если ты приезжаешь в маленький городок, там все довольно бедно. И довольно грязно. Здесь вот если едешь по глубинке, глубинка поражает, если только природой. Национальными парками, вот национальные парки действительно очень классно оборудованы, там есть парковки, там всегда есть туалеты. Вот это я помню, что нас очень радовало, особенно первый год. Мы приезжали вообще куда-то, черт знает куда, в какой-то национальный парк. Там всегда есть общественный туалет, он всегда убран, он всегда довольно опрятный. И мы думали, блин, вау. Но если ты приезжаешь в маленький город, ну да, там, скорее всего, будет не очень. Плюс еще такой интересный факт про Америку. Вот в этих маленьких городках очень часто около дома будет огромное количество машин, не классных машин, довольно дешевых машин, но их очень много. В Америке есть такая вещь, что чем больше дешевых машин около дома, тем обычно беднее это место. Потому что в Америке не развит общественный транспорт, потому что если вы живете в маленьком городе, скорее всего, вы там не работаете, скорее всего, вам куда-то нужно ехать на работу. И опять же, если это прям совсем маленький город, то, скорее всего, даже high school, вот этой старшей школы там не будет. То есть, скорее всего, детям, подросткам придется куда-то ездить в школу. Поэтому люди имеют машину на каждого члена семьи, включая подростков. То есть здесь в разных штатах
По-моему, минимально от 15 или от 15,5 лет можно получать водительские права. В 16 лет уже точно можно иметь водительские права. Поэтому дети получают водительские права, им сразу покупают машины. И четвертое, логичное продолжение темы про машины – инфраструктура. В Америке действительно очень плохо развита инфраструктура. Здесь люди привыкли ездить на машине, потому что очень часто у них нет возможности добраться каким-то другим образом. Причем многие люди здесь ездят на машину куда бы то ни было. Даже, допустим, в магазин за продуктами у очень многих людей нет возможности дойти пешком, потому что либо этот магазин находится довольно далеко, либо даже если он находится, там, я не знаю, в 15-20 минутах ходьбы, не всегда есть пешеходные дорожки. То есть вот такая вот инфраструктура пешеходная, как в Европе, она есть в больших демократических городах. В Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Сиэтле, в Портленде, штат Орегон, в Сан-Франциско. В подобных городах всегда будет хорошо оборудованная, как минимум, пешеходная инфраструктура. Но вы уезжаете немножко за пределы этих городов, даже в демократических штатах, вам сразу же нужна машина. Транспорт внутри городов, автобусы, где-то метро, опять же, есть в основном только в больших городах. Если вы чуть-чуть отъезжаете, то либо там вообще не будет автобусов, либо вы будете ехать, я не знаю, с несколькими пересадками, и весь путь у вас займет там в 2, в 3, в 4 раза дольше, чем если бы вы поехали на машине. Здесь есть сейчас такая программа, инфраструктурная программа, которая, опять же, была принята администрацией Байдена. По-моему, в 2022 году, я могу ошибаться, по-моему, в 2022 году несколько триллионов долларов в течение, по-моему, 11 лет будут вкладываться по всей стране в инфраструктуру. А громадная федеральная программа, о ней говорили очень долго. То есть все знают, что в Америке отвратительная инфраструктура. Но годами это не могли принять. Вот сейчас наконец-то приняли, и мы уже видим инфраструктурные проекты, которые начались благодаря этой программе. Допустим, у нас в городе Сиэтл некоторые планы были еще до того, как была принята инфраструктурная программа, они были от штата. Но большое количество программ новых появилось именно благодаря вот этой федеральной программе. У нас сейчас всего одна ветка легкого метро в Сиэтле. Она идет от аэропорта в центр города и потом к университету. И сейчас ее немножко продлили за университет. Университет, я имею в виду университет штата Вашингтон, University of Washington. Но благодаря инфраструктурной программе у нас собираются сделать 5 веток метро, которые свяжут Сиэтл со всеми близлежащими городами, такими как Белвью, Редмонд, Рентон, по-моему, тоже. Вот в наш Вест-Сиэтл, это район Сиэтла, у нас здесь нет метро, у нас только автобусы. 1 или 2 автобуса связывает нас с центром города. Благодаря этой программе в какой-то момент здесь появится легкое метро. Но программа очень долгосрочная. То есть, когда я смотрела эти планы, она, по-моему, до 2042 года, да, на 20 лет программа. И, если честно, я даже не помню, когда у нас появится в районе метро. Очень не скоро. И, как я говорила, уже не везде есть пешеходные зоны. Тем более не везде есть велосипедные дорожки и прочая инфраструктура для катания на велосипедах. В больших городах это есть. Вот, допустим, недавно мы съездили в Портленд, мы обалдели от того, как хорошо они сделали велосипедную инфраструктуру. То есть, мы посетили довольно много районов, и создавалось ощущение, что практически в любом из них вы можете себя очень хорошо чувствовать на велике, и огромное количество мест, где вы можете его быстро арендовать поминутно и так далее. Но, опять же, это специфика больших городов. Вы чуть-чуть отъезжаете, там уже не будет никаких велосипедных дорожек. Но вот, допустим, люди здесь, если они хотят погулять или покататься на велике, они в основном поедут в национальные парки. Пятое, о чем я хотела поговорить, это интернет. И, казалось бы, обычная вещь. Но, во-первых, он здесь очень дорогой. То есть мы с Юрой платим по $60 в месяц за человека, за мобильную связь и безлимитный интернет, и $65 за домашний интернет. Домашний интернет, кстати, очень неплохой. А вот мобильный периодически подводит. То есть, казалось бы, Америка развитая страна,
должно быть хорошее интернет-покрытие, но нет. Вот в городе Сиэтл оно довольно нормальное, и то бывает, я зайду на какую-нибудь улицу, у меня просто обрубается интернет, он перестает работать. Но если вы уезжаете куда-то за город, вот, допустим, вы едете в путешествие на автомобиле, а здесь это очень принято. Американцы очень любят эти роуд-трип, как раз потому, что я вам рассказывала, очень развитые национальные парки. Они классные, они оборудованные, и вот американцы очень любят сесть в машину или сесть в дом на колесах и вот поехать, я не знаю, на несколько недель путешествовать по стране, ездить в разные красивые места. Здесь действительно очень много всего можно посетить таким образом. Но у вас очень часто пропадает интернет. То есть очень легко могу себе представить ситуацию, где вы просто где-то посреди хайвея, и у вас не то, что не ловит интернет, у вас не ловит мобильная связь. И это немножко стрёмно, потому что вы можете застрять где-то, вы можете попасть в аварию, у вас может кончиться бензин, и, по сути, у вас нет возможности связаться. Ну, наверное, 911 можно набрать, но как бы если вам нужно найти какую-то информацию, ее нужно искать заранее и так далее. И, ну, как бы это нормально, когда ты к этому привыкаешь, но это очень странно, когда ты приезжаешь в страну первого мира и видишь такое. Более того, я могу вам сказать, что после Литвы у нас был шок, потому что в Литве очень классный интернет. У них покрытие практически по всей стране стабильное. Мы заезжали в самые глухие деревни, у нас всегда ловил интернет. И платили мы за него что-то 14 евро, по-моему, в месяц. 4 раза примерно дешевле, чем здесь. Мы очень долго этому удивлялись. Но со временем мы поняли, в чем причина. Проблема в том, что в Америке инфраструктура интернета развивалась одна из первых в мире, и ее с тех пор не сильно меняли. То есть они, да, когда что-то ломается, они его меняют. Но пока что-то работает, даже если оно плохо работает, это менять не будут, потому что бюджеты здесь очень сильно подотчетные, то есть здесь очень большая открытость информации, и поэтому есть прослойка населения, которая очень внимательно следит за тем, куда государство тратит деньги. И в случае, если люди считают, что государство потратило деньги на какие-то не те нужды, то, соответственно, это правительство проигрывает на выборах на следующих. Поэтому они боятся на самом деле лишний раз потратить бюджет на что-то, что может быть не критически важное на данный момент. В то время как Европа, особенно Восточная Европа, в ней интернет развивался позже. И получается, что к тому времени Америка уже набила свои шишки, Западная Европа уже набила свои шишки, и уже было понятно, как сделать так, чтобы было лучше, чтобы все стабильно работало. И действительно, я помню, что я это читала в новостях, и у меня была знакомая, у которой папа работал в телекоме в Литве, и там говорили о том, что в Литве действительно, как ни удивительно, одна из лучших инфраструктур интернета и мобильной связи в мире. 6-й пункт – это цены. Здесь действительно все очень дорого, и это шокирует людей, которые приезжают, откуда бы они ни приезжали. Из Литвы, когда мы приехали, мы поняли, что ценник в 2-3 раза отличается вообще на все, включая продукты питания. На что-то ценник отличается в 4-5 раз. Про недвижку я уже молчу. И это действительно пугает. Особенно до того, как вы начали здесь зарабатывать, деньги испаряются моментально. Поэтому не помешает иметь хорошую финансовую подушку, если вы переезжаете, иметь какой-то запас денег с собой. Либо прям срочно с первого дня стараться начинать зарабатывать. Точнее, даже если у вас есть деньги с собой, желательно начинать как можно быстрее зарабатывать, потому что деньги улетучиваются в момент. Но здесь и большие зарплаты, особенно в IT. Причем есть такое, что таких зарплат, как в Америке, в IT нет нигде в мире. То есть, допустим, в Европе и в Канаде айтишники зарабатывают значительно меньше. То есть, минимум 30% у нас разница с Канадой в IT-зарплатах. Но в Америке больше и гэп. То есть между самыми высокими зарплатами и самыми низкими зарплатами в Америке больше разница, чем в Канаде и в Европе. Там больше социальной защищенности, и, соответственно, высокие зарплаты там ниже, а низкие зарплаты там выше. Что я могу сказать? Действительно, люди, которые работают вот на таких обычных офисных работах, часто зарабатывают здесь не очень много.
У меня было отдельное видео про зарплаты, я оставлю ссылочку здесь. Можете посмотреть государственный сайт, на котором вы примерно можете увидеть, какие должности, сколько зарабатывают, и прикинуть. Но если вы работаете в IT, действительно хотите зарабатывать, возможно, Америка — это самое лучшее место. И по своим собственным ощущениям я могу сказать, да, мы очень много тратим на недвижимость, мы очень много тратим на еду, мы очень много тратим на любые расходы. Но я могу сказать так, когда я приехала в Америку, у меня напрочь пропала нервозность по поводу того, что я не смогу что-то в своей жизни оплатить. Потому что, во-первых, айтишных зарплат действительно хватает, а во-вторых, допустим, вот живя в Литве, я очень сильно переживала, что если я сейчас потеряю работу. Потому что в Литве маленький рынок труда, и если вы работаете на какой-то квалифицированной профессии, то есть шанс, что вы довольно долго будете искать новую работу. Просто не будет появляться вакансий или будет появляться очень мало вакансий и так далее. Здесь я уверена, что, потеряв работу, я довольно быстро найду новую. Понятно, да, что для новый иммигрант, когда это ваша первая работа, возникают большие проблемы. Но когда у вас есть уже опыт в стране, здесь работы столько, что для вас она найдется. И да, здесь мало социальной защищенности, да, здесь много личной ответственности. То есть ожидается, что человек сам должен иметь возможность справляться со своими проблемами, но в то же время, если у вас действительно все прям плохо, вас не оставят в беде. Вот то же самое, что я рассказывала случай про медицину, когда ребятам полностью покрыли стоимость операции. Точно так же, когда у вас действительно все плохо, и у вас нет дохода, и, я не знаю, у вас детям нечего есть, всегда найдутся люди, которые вам помогут, если вы можете попросить об этой помощи. Ну и да, я как бы говорю, что у нас все так хорошо, я чувствую себя стабильно и так далее. Мы с Юрой вдвоем без детей, 2 работающих человека. Дети — это вещь, о которой мы все еще думаем. То есть, когда мы начинаем считать наши бюджеты с детьми, ну вот здесь уже немножко не сходится дебет с кредитом, потому что мы начинаем думать про колледж, университет и так далее. Образование очень дорогое, это правда. На образование нужно откладывать, если, допустим, вы не хотите, чтобы у вашего ребенка был долг после того, как он закончит университет. И с одной стороны, да, это проблема. С другой стороны, я уверена, что мы найдем решение. С третьей стороны, опять же, мы, допустим, на нас двоих действительно тратим очень много денег, и не только потому, что мы много платим за недвижку, там, я не знаю, дорогая еда, что угодно, а еще потому, что у нас довольно много дорогостоящих хобби. Допустим, я снимаю YouTube и не монтирую видео сама, Юра записывает музыку с продюсером, и да, на это все уходит довольно большое количество денег, поэтому как бы нам хотелось бы, чтобы мы могли иметь и детей, и свои дорогостоящие хобби. Опять же, я говорю, мы все еще об этом думаем. Здесь есть еще такая вещь, что мы с Юрой не хотим рожать своих детей, мы хотим усыновить детей. И, кстати, да, если интересно, мы можем поговорить об этой теме отдельно в рамках подкаста «Сказки для крипов». Как Юра сказал в одном из выпусков, чтобы вы не думали, что с нами что-то так. Нет, с нами все не так. Но тот факт, что мы собираемся усыновить детей, и усыновить не грудничков, не совсем маленьких детей, более подросших детей, приближает момент, когда детям нужно будет оплачивать образование. Поэтому, да, это тот вопрос, который находится в процессе решения. Возможно, в какой-то момент я с вами поделюсь результатами. Седьмой аспект – это волонтерство и некоммерческие организации. Это то, что на самом деле поразило меня до глубины души практически с первых дней, когда мы приехали в Америку. Ну, начиная вот от рассказов, когда фонды покрывают людям дорогостоящие операции, но и на более местечковом уровне, когда есть огромное количество организаций, которых ты видишь каждый день в своей жизни. То есть когда люди, допустим, убирают улицы, когда люди приезжают и раздают еду бездомным в центре города, когда люди устраивают какие-то бесплатные
вебинары, лекции. Ну, вебинары это было потому, что был COVID, сейчас это и личные встречи, посвященные ментальному здоровью. Когда вот эти вот группы, допустим, анонимных алкоголиков, наркоманов, людей с расстройствами пищевого поведения и вообще кого угодно анонимных, они все пошли из Америки. Это абсолютно бесплатно. Их можно найти практически в любом городе, а если вы не можете их найти лично, то как минимум онлайн. И я в своем видео о первом оффере в Америке рассказывала, как некоммерческая организация Upwardly Global помогала нам с поиском работы. И помогала очень качественно, так что я получила свой первый оффер от Амазона. И это было для меня абсолютным шоком. Потому что, во-первых, я не видела нигде такого количества некоммерческих организаций. А во-вторых, я не видела такого количества эффективных некоммерческих организаций. Upwardly Global зацепили меня настолько, что я сразу же осталась у них волонтерить, волонтерю у них до сих пор. Каждый месяц они мне присылают новых людей, которым я помогаю, допустим, проводя пробное интервью или просто какие-то информационные встречи, помогаю им с резюме и так далее. Собственно, это и послужило изначальной идеей для подкаста и для YouTube-канала. В этом есть, как мне кажется, две основные причины. Во-первых, это личная инициатива. Людей с самого детства воспитывают ответственными. И ответственными не только за себя, но и за своих ближних. И здесь очень много, особенно вот если вы смотрите на эти некоммерческие организации и людей, которые в них волонтерят и так далее, здесь очень много такой местечковой инициативы, когда люди помогают своему району, своему городу, там, допустим, детям, которые учатся в местных школах в их районе, или людям, которые страдают какими-то проблемами с ментальным здоровьем именно в их городе, именно вот здесь, на месте. И это очень классно, потому что это то, что можно пощупать. То есть это ты видишь, допустим, если ты донатишь этой организации, ты можешь ей донатить и волонтерить в ней одновременно, и видеть, куда идут твои деньги сразу же. Второй аспект в том, что здесь благотворительность списывается с налогов, и система очень хорошо построена в плане того, что огромное количество различных инициатив благотворительных, которые вы можете списывать с налогов. Будь то организации, для организации могут списывать с налогов волонтерство, там, донаты в какие-то организации или волонтерское время своих сотрудников. Поэтому, допустим, в Амазоне постоянно идут какие-то волонтерские инициативы. У нас в команде сейчас раз в квартал случаются офсайты, когда все съезжаются в один офис и работают неделю вместе. И вот каждый раз во время офсайта у нас есть как минимум один волонтерский ивент. Иногда это в фудбанках мы собираем какую-то еду, которую потом раздают людям. Один раз это было, мы помогали убирать улицы вокруг офисов. И нет такого, что кто-то там из коллег сказал, что ой, нет, фу, типа я не буду этим заниматься, да. Ну, есть люди, у которых просто очень много работы, и они не могут, да, они не присоединяются. Но, не знаю, 80% команды с большим удовольствием этим занимаются, потому что все понимают, что это классная инициатива, с одной стороны. С другой стороны, это возможность там 3-4 часа провести вне работы и в неформальной обстановке еще там потрындеть с коллегами, пока вы делаете что-то полезное. И частные лица могут списывать суммы, которые они донатят в разные организации со своих налогов. Вот, например, за 2023 год я недавно подавала налоги, ну, как недавно, несколько месяцев назад, и я начала подгружать туда, сколько я задонатила в разные организации, и у меня получилось около, наверное, $1000 за прошлый год я задонатила в разные организации, и с этой суммы я получила возврат налога, то есть, ну, там, 20% у меня, наверное, налог с небольшим, то есть, да, 200 там с чем-то баксов из 1000 я получила назад, ну, и как бы, по сути, эти деньги за меня заплатило государство в эти организации. И мне кажется, что это классно, то есть, не то, чтобы я доначу, чтобы мне потом вернулся налог с этих денег, но мне приятно, почему нет? Причем донатила я не только в Америке. Я донатила в ВСУ, я донатила в фонд борьбы с коррупцией, например, еще в какие-то организации зарубежные. И с этих денег я тоже могу получить свой возврат налога. Довольно интересно, довольно классно. Мне кажется, что вы можете донатить вообще в любую другую страну, и американское государство будет возвращать вам с этого налог.
последний, 8-й аспект, о котором я хотела бы поговорить, это доступность информации и независимые СМИ. И, казалось бы, это очень классная вещь, когда большое количество конкурирующих изданий предоставляют вам информацию, то есть вы можете увидеть одно и то же событие с разных точек зрения и вроде как получить наиболее обширную картину происходящего. Но, с другой стороны, у этого есть и негативный аспект, потому что, во-первых, есть средства массовой информации, которые распространяют дезинформацию. И это, конечно, ужасно. Но, с другой стороны, где этого нет, интернет доступен. В наше время любой может включить камеру и записывать видео, и распространять любую информацию, которую ему захочется. Поэтому это есть везде. Но то, что действительно есть в Америке, это то, что из-за того, что СМИ абсолютно независимые, и они зарабатывают деньги, они чаще показывают негативные события, потому что это то, что люди смотрят. И часто они их показывают необъективно в том плане, что они делают из них какую-то сенсацию. То есть они могут показывать, я не знаю, статистику по криминалу, например, да, и говорить о том, как все ужасно и плохо. И это то, что воспринимает человек. На самом деле, когда вы, допустим, заходите в официальную статистику, вы видите, что, возможно, картинка не такая, как вам кажется после просмотра новостей. Допустим, очень многие люди после видео про демократические и республиканские штаты писали мне, что в демократических штатах небезопасно, там ужасный криминал. Я захожу на официальную статистику, я вижу, что самые криминальные штаты, топ-10 из них, большинство это республиканские штаты и несколько среди них демократических штатов. То есть независимые СМИ рассказывают о событиях, но помимо того, что они рассказывают о событиях, они дают оценку, очень сильную эмоциональную оценку этим событиям и не всегда дают статистику. Поэтому я помню, что когда мы только приехали в Штаты, Юра стал очень тревожным. Прям несколько первых месяцев Юра был безумно тревожным, потому что ему казалось, что здесь все плохо. Это эффект американских СМИ. То есть я помню, что меня это практически не трогало, потому что я стараюсь новости не смотреть. Если смотрю новости, я смотрю NBC, которые мне нравятся, потому что они довольно спокойно обозревают новости. Не то чтобы. Я смотрю NBC просто вот такую сводку, знаете, как вечерние сводки новостей, первые 1,5 минуты где-то они говорят основные заголовки. Вот я, наверное, обычно смотрю вот эти первые 1,5 минуты, и если что-то меня заинтересовало, я посмотрю конкретно вот этот сюжет. А в основном я читаю аналитику и смотрю статистику. А вот на Юру я помню, что прям произвело это неизгладимое ощущение. Ему казалось, что все вокруг очень плохо, и это действительно сильно сказалось на его ментальном состоянии. Я помню, что просто через месяца 2 нахождения здесь я была в ужасе. Мне казалось, что у меня, муж сломался. Я думала, что так теперь будет всегда. Юра и так тревожный человек. Юра стал в разы более тревожным человеком. Это уже на мне сказывалось. На моей менталке. Но, к счастью, несколько месяцев у Юры ушло, но он адаптировался. Сейчас он уже так не считает. Еще один эффект вот этих негативных сенсаций в том, что население здесь не всегда адекватно воспринимает происходящее. Что я имею в виду? Недавно была статья от, по-моему, La Guardian, я оставлю ее здесь. Я писала о ней в своем телеграм-канале, кстати, если хотите, подписывайтесь, все ссылки в описании. Статья говорила вкратце о том, что больше 50% населения, по-моему, 56% опрошенных, считали, что экономика Америки замедляется, что мы сейчас находимся в рецессии. На самом деле экономика растет. Еще большее количество людей считало, что у нас растет инфляция и что она близко к 50-летнему максимуму. На самом деле инфляция у нас замедляется, и она близка к минимуму, так же, как и безработица. Вот это, как мне кажется, это последствия вот этой вот негативной повестки, и плюс неких популистских заявлений различных политиков в том, что население ощущает происходящее, как будто оно намного хуже, чем оно есть на самом деле. Плюс, возможно, у людей есть еще такая вещь, что, допустим, когда замедляется инфляция, это не значит, что вы пришли в магазин и сразу же все подешевело.
Нет, просто перестали расти цены так сильно, как они росли до этого. И поэтому люди вот этих вот процессов, там, допустим, между инфляцией там, в 3% годовых и инфляцией там, в 5-6% годовых, не факт, что люди интуитивно почувствуют разницу. Но при этом за время пандемии сильно выросли на все цены, и люди все еще ощущают вот этот накопленный эффект. И поэтому им эмоционально внутренне кажется, что все плохо, и поэтому, когда, допустим, по телевизору им говорят, что все плохо, это им очень сильно отзывается, это то, во что они верят. В то время как статистику, не всем интересно смотреть. И что здесь действительно есть, это то, что народ действительно живет хуже, чем люди в среднем жили там в 70-х, 80-х годах. Я видела статистику о том, что, по-моему, в 70-х годах средний класс, то есть человек, который зарабатывал зарплату среднего класса, покупал жилье за 5 своих годовых зарплат. То есть жилье стоило 5х годовых зарплат для среднего класса. Сейчас это, по-моему, 7-8х годовых зарплат. То есть, действительно, доступность жилья уменьшается. Причем еще в то время очень большое количество женщин не работало. Сейчас редко какая семья может позволить себе, чтобы женщина не работала. Я бы не сказала, что это плохо. Я считаю, что это абсолютно нормально, когда все работают. Это показывает то, что действительно покупательская способность зарплат снижается. И вот когда, допустим, там Трамп или еще какие-то политики говорят о том, что «Make America Great Again», это вот имеется в виду именно вот то самое «again». Когда, с одной стороны, люди могли больше себе позволить за свои зарплаты, с другой стороны, не было вот этой вот всей демократической повестки, которая мне нравится, я не знаю, ЛГБТ, БЛМ, работающих женщин и прочих радостей жизни. Вот, кстати, интересно, что, вот, допустим, в России все абсолютно наоборот. У них абсолютная жопа сейчас в экономике, и все постепенно ухудшается, но люди эмоционально это воспринимают, как будто все намного лучше, чем оно есть на самом деле, потому что люди думали, что экономика просто схлопнется после начала войны, а она каким-то образом выжила. Если честно, я не понимаю, почему они думали, что экономика сразу схлопнется, потому что это все-таки большая страна. Какое бы ужасное управление там не было, но это все-таки большая страна, это 8-я экономика мира, если я не ошибаюсь. Такого масштаба страны за год или за 2 не разрушаются. На этом, наверное, я на сегодня закончу. Просто чтобы подвести итоги. Все, что я сегодня сказала, это мои личные впечатления, мое личное мнение. Более того, допустим, мы с Юрой, мы недавно обсуждали о том, что мы такие современные кочевники. Мы не привязываемся эмоционально к месту. Мы живем там, где нам нравится, там, где нам комфортно. И, если честно, нам довольно быстро все надоедает. То есть там через пару лет на одном месте нам уже хочется двигаться куда-то дальше. И, например, когда мы задаем вопрос, проживем ли мы в США всю жизнь, не знаю. Может быть, и проживем, но абсолютно не факт. Возможно, мы в какой-то момент отсюда уедем. И, опять же, когда я, допустим, задаю себе вопрос, а что лучше, США или Западная Европа, у меня нет четкого ответа на этот вопрос. Другое дело, что это классно, когда у тебя есть право жить и там, и когда этот вопрос, в принципе, стоит. Обычно у людей не возникает таких вопросов, потому что обычно хорошо, если в одном месте у них есть возможность получить документы. Точнее, нет, если очень захотеть, возможность можно найти получить документы, наверное, не где угодно, но во многих местах. Другое дело, чего это будет стоить и стоит ли оно того. Быть иммигрантом не так легко. Это огромное количество бюрократических процедур. И, допустим, имея американскую грин-карту, нам уже не хочется заморачиваться и ехать куда-то еще. Но, с другой стороны, как владельцы грин-карты мы можем получить через 5 лет жизни гражданство. То есть, если все хорошо, через 2 года мы получим гражданство. И, получив американское гражданство, возможно, мы поедем куда-то еще пожить. Допустим, в Канаде можно довольно легко оформить документы для американских граждан. Так что мы держим руку на пульсе, путешествуем, смотрим разные места, присматриваем себе следующее место. Вот как раз недавно у нас с Юрой было видео про Сакраменто, которое мы рассматриваем, возможно, как следующее место для жизни.
Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, пишите свои мнения, пишите, что вы думаете о том, что я сегодня рассказала, пишите о своих собственных впечатлениях об Америке. Если вам нравится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!